Приветик, ребята! Сегодня среда, и давайте начнем нашу тренировочку Go to Slim. Сегодня вам понадобится скакалка, гантельки, стул и водичка. Поехали! Сделаем глубокий вдох и начнем нашу разминку. Повороты головы вперед-назад. Стороны. Разминаем шею, осторожно, аккуратно, никуда не спешим. И круговые вращения. Сегодня мы, как и вчера, то есть в понедельник, продолжаем с вами добавлять больше кардио. Мы делаем 2 подхода к упражнению, и потом у нас идет кардио. После выполнения всех 2 подходов у нас будет главное кардио упражнение. Так что сегодня, как обычно, больше потеем. Разминаем руки. Отлично. Повороты корпуса в сторону. Тянемся рукой. Добавляем вторую. В другую сторону. И вторая рука. Отлично. Тянемся в центр. Наклоняемся вперед. И круговые вращения. Разминаем корпус, спину, таз. Наклоняемся вперед, назад, в стороны и в другую. Делаем выпад. И медленно встаем и опускаемся. Разминаем ноги. Помогаем себе руками. Поменяли ножки. Выдох, вдох, выдох, вдох. Отлично. Ноги пошире и делаем выпад в сторону. Встали. И в другую сторону. Помогаем руками, выводим их вверх и делаем выдох. Отлично. Поставили ноги вместе и крутим кружочки. Разминаем колени, потом каждая нога по отдельности. Отлично. Вторая нога. Молодцы. Глубокий вдох и выдох. Вдох, выдох.
немножечко отдохнули. И сейчас мы переходим к нашему первому кардио упражнению. Это будет такой выпад с толчком ноги вперед и ударами. Выпад, удар, удар. Делаем все резко, с ударами, действительно с ударами, а не просто выводим руки вперед, да? Делаем все четко. Удар, удар. Удар, удар. Выпали. Как можно ниже садимся. Слишком долго не задерживаемся. Делаем все в быстром темпе. Отлично. Поменяли сразу же ногу. И отдохнули. Вдох и выдох. Сейчас мы перейдем к нашей первой двойке упражнений. Сначала перед этим всем попьем водички обязательно. И я беру свой коврик. Первое упражнение у нас будет на пресс. Вообще я советую вам делать первое упражнение на пресс, так как в последующих упражнениях он тоже у нас будет работать. Итак, мы ложимся на коврик, руки за голову. И ноги мы сейчас делаем так, как мы делали в велосипедике. Но когда у нас нога оказывается прямая, мы ее поднимаем вверх. При этом немножечко поднимайте попу. Как можно сильнее скручивайтесь. Также поясница у вас оторвата, то есть лопатки у нас не лежат на коврике. У нас пресс находится в постоянном напряжении. Также делаем все не слишком быстро. Старайтесь прочувствовать каждое движение. Ногу старайтесь поднять как можно выше и не сильно сгибайте ее в колени. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Сделаем так. Давно забытые упражнения, которые, может, вам уже особого эффекта не приносят. Мы кладем ноги на стул, колени у нас сгибаются в угол 90 градусов и осторожненько поднимаем таз вверх. На одной ноге мы стоим. При этом хорошенько сжимайте ягодицы. Работает нога, которая у нас лежит на стульчике. Упражнение на самом деле кажется, что легкое, но когда вы будете делать все правильно, напрягать мышцы, хорошо поднимать таз, видите, он у меня потом становится в ровную линию. Вот именно тогда будет упражнение казаться действительно тяжелым. 20 раз мы так делаем на одну ногу, немножечко отдыхаем и возвращаемся ко второй ножке, тоже 20 повторений. Выдох наверху. В следующем подходе мы будем усложнять это упражнение. Делаем все медленно. Немножечко задерживаемся наверху. Немножко отдохнули. Сейчас пойдет вторая нога. Поставили ее, вторую подняли. Слишком не задерживаемся внизу. Резко выводим таз и медленно опускаем.
Здесь мы чувствуем ягодицы, бицепс бедра, даже икроножные мышцы, я думаю, вы тоже сейчас чувствуете. Еще немного. Есть. Ох, все хорошенько заработало, загорело. Втором подходике будем добивать. И пока убираем коврик в сторону, сейчас мы будем прыгать на скакалке. Не забываем, да, что у нас больше кардио стало. Берем нашу скакалочку. В прошлой тренировке в понедельник мы прыгали 50 раз, сегодня прыгаем 80. Со сменой ног. Приготовились. Поехали. Старайтесь не сбиваться. Я думаю, за весь наш комплекс вы уже немного привыкли к скакалке. Если у кого она есть, то вы просто молодцы, что она у вас есть. Если нет, вы уже давным-давно должны бежать в магазин и покупать. Это, наверное, самый дешевый атрибут спортивный, который только можно себе представить. Так что скакалка должна быть у всех. Еще немножко. Не отстаем. Есть. Умнички. Отложили гантель. Отдыхаем. Если я вам покажусь немножечко вялой, вы уж меня извините, но я начала немножко болеть. У нас очень холодно вообще сейчас. Я думаю, сейчас очень многие болеют, и скорее давайте выздоравливайте. Но мне приходится снимать тренировки, как это не опасно для моего здоровья, но приходится, к сожалению. Так что в этот день я плохо себя немножко чувствовала, но ради вас что не сделаешь. Так, берем коврик. И опять приступаем к нашему упражнению на пресс. Мне, кстати, оно очень понравилось. Мне кажется, оно оригинальное. Немножко усложненный наш велосипедик. И очень даже хорошо усложненный. И начинаем. Подняли ногу, поменяли и подняли вторую. Не тяните себя за шею. Мы помним, да, что шея у нас не должна напрягаться. Видите, хорошенько поднимаем ногу, и прям даже таз отрывается, и получается хорошее скручивание в корпусе. Из-за этого пресс вообще очень хорошо работает. 25 повторений. Для кого-то это упражнение может показаться сложноватым. Если вы вообще никак не можете его делать, то делаем обычный велосипедик. Но постарайтесь хоть 5 раз, хоть 2, хоть 3, но кто-то с чего-то должен начинать. Работаем. Есть. Отлично. Есть. Встаем. Берем наш стульчик. И сейчас будем усложнять наше упражнение. Мы поднимаемся на одной ножке 20 раз, после чего мы кладем 2 ноги и делаем еще 10 повторений. Добиваем, да, наши ноги, попу. Легли, немножечко отдышались. И поехали. Поднимаем и опускаем. Сжимаем ягодицы.
Старайтесь как можно выше поднять таз. Делайте упор на пятку, чтобы еще и икры работали у нас. Хорошенько упритесь руками, чтобы вам было не так тяжело подниматься, чтобы было удобно. Еще. И подняли теперь таз на 2 ногах. Добиваем уже гораздо легче, да? Чувствуете, что не так тяжело, как это было на одной ноге. Поэтому работаем еще. Чуть медленнее делаем, да? Прям чувствуете, как сжимаются ягодицы. Есть. Отдохнули. Потрясли ногами немного. Сейчас пойдет вторая нога. Правая опорная, левую поднимаем. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, сильнее, 9, работаем, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Опустили ногу, теперь 2 поднимаем. 10 раз. И посильнее сжимаем ягодички. Давайте доделаем уже до конца. Сильнее, сильнее. Есть. Умнички. Фух, хорошо. Отодвигаем стульчик. Убираем в сторону коврик. Давайте немножко отдохнем. И потом сделаем кардио упражнение. Вдох и выдох. Итак, сейчас мы приступаем к нашему кардио упражнению. Это прыжки звездочкой. Мы одновременно с ногами расставляем руки в стороны, и потом у нас они идут вверх. Такое незатейливое упражнение, но все главное делать в быстром темпе, дышать ровно и держать быстрый темп, да, все-таки, потому что это кардио. Мы не берем здесь в руки какие-то гантели, потому что все-таки силовые упражнения у нас есть, и они довольно-таки тяжелые. Дальше будут многие из них комбинированные, будем работать на несколько групп мышц, что будет еще сложнее. Поэтому кардио старайтесь делать здесь без дополнительного веса. Есть. Остановились. Отдышались немного. Еще раз вдох и выдох. Пьем водички. Да, девчонки, если вы болеете, то я не буду вам советовать заниматься, потому что когда болеем, мы должны отдыхать и лечиться. Следующее упражнение наше будет одновременно и на грудь, и на пресс. Мы берем гантели, ложимся на коврик, и будет сейчас у нас разводка гантелей и поднятие их вверх. При этом у нас ноги поднятые. Старайтесь их держать практически ровными, на высоте достаточной. И мы будем разводить руки, сводить вместе их и потом гантели поднимать к ногам. Тоже старайтесь как можно выше и тянитесь корпусом вслед за гантелями.
При этом следите за техникой, тоже это очень важно. Пусть у нас упражнение такое задействованное, тоже очень много групп мышц, пресс, грудь, да, работает, еще и ноги напряжены, поэтому здесь очень важно следить за техникой. И почему вот такие вот комбинированные упражнения? Потому что, как я вам уже говорила, чем больше групп мышц задействовано в упражнении, тем лучше идет жиросжигание. Это, в принципе, логично. Поэтому работаем. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Еще. Отлично. Отложили гантельки и встаем. Переходим к нашему второму упражнению из этой двойки. Немножечко отдохните. И второе упражнение у нас будет работать на ноги и на руки одновременно. Мы берем наши гантели. Сейчас мы будем делать выпад вперед. Одновременно, поочередно будем выставлять ноги. И в это же время мы выводим руки вперед перед собой. И потом, когда мы становимся в центр, мы делаем жим на бицепс. Здесь очень важно держать равновесие, следить за техникой. Делайте шире шаг. Мне здесь немножечко он не такой, как должен быть, потому что гантели у меня тяжеловаты, и из-за этого мне было сложно следить за шириной своего шага. Но все равно я держусь в пределах допустимого, как видите. Слишком острый у меня угол в колене не получается все-таки. Поэтому да, делайте чуть шире шаг. Сделаем 25 повторений. Выводите гантельки на уровне ваших глаз. На руки у нас здесь работают дельтовидные мышцы рук, бицепс, ноги, попа. В принципе, тоже комбинированные упражнения. Вдох, выдох, вдох и выдох. Отлично. Молодцы, отложили гантельки. Немножечко давайте отдохнем. Следите за своим самочувствием. И берем нашу скакалочку. Опять делаем 80 прыжков со сменой ног. Есть? Что, поехали? Меняем ножки. Насчет самочувствия хочу вам еще сказать самые главные правила. Если вы чувствуете или тошноту, боль в голове, там, не знаю, все что угодно, может вас тошнит действительно. Самые главные причины этому могут быть: или вы поели перед тренировкой, слишком мало времени прошло, или вы не выспались, или вы действительно болеете, или вы неправильно дышите во время выполнения упражнений, или маленький отдых делаете между упражнениями, или не пьете воду. Это самые главные причины могут быть из-за того, что... и еще, конечно, самая главная причина — упражнения слишком сложные для вас, темп слишком сложный, слишком маленькая выносливость у вас. Поэтому тоже следите за этими правилами. Если что-то вы действительно нашли из этих правил, что вы соблюдаете, то старайтесь это исправлять. Есть. Умнички. Отдышались.
Сейчас повторим нашу двойку. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Берем наш коврик обратно. Берем гантельки, ложимся на коврик. Отдохнули. Отлично. Подняли ногу и прижата у нас поясница. И поднимаем руки и тянемся к ногам. Хорошенько поднимаем корпус, округляем спину. До конца, как мы видим, мы гантели не бросаем, руки у нас постоянно напряжены. Вдох и выдох, потянулись. Вдох, выдох. Как видите, можно упражнения усложнять просто до бесконечности. Можно было бы здесь еще и с ногами что-то поделать. Можно было по-другому как-то гантели поднимать. Полет фантазий. Если честно, можно придумать столько разных упражнений. Просто главное их делать. Действительно, главное делать их. Еще. Есть. Отлично. Отдыхаем. Встаем. Убрали коврик. Немножко отдохнули. Еще немножко нам осталось. Ребят, это 11-я тренировка. Осталась только пятница, поэтому давайте. Вдох и выдох. Отлично. Берем наши гантели и выполняем наши выпады. Встали и начали. Выпад одной ногой. Выводим руки перед собой. И потом, когда встаем в центр, делаем жим на бицепс. Пошире шаг делаем. Еще работаем. Есть. Умнички. Молодцы. Отдыхаем. Нам осталось совсем немного. Вдох и выдох. Расслабляем руки. И давайте сделаем кардио. Становимся в планку. Выпрямили ножки и побежали. Сгибаем ноги к себе. Делаем поэнергичнее. Попу слишком высоко не поднимаем.
Еще, давайте, давайте. Умнички. Остановились, потянулись, отдышались и встаем. Отлично. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Ну что, давайте сейчас сделаем третью двойку упражнений. У нас будут отжимания. Пьем водичку перед этим. Еще раз отдохнули. И есть. Итак, берем наш коврик. Да, отжимания, но не совсем обычные. Мы сейчас будем делать их немножечко усложнять. Берем стульчик. Итак, мы становимся в позу отжиманий, но ноги мы поднимаем на скамейку. Подняли, корпус ровный, руки на уровне груди, и мы опускаемся. Так мы в большей степени задействуем грудь в первую очередь, потому что руки у нас хорошо поработали. Если вам вообще тяжело, вы опускаетесь на коленки и делаете отжимания. Но лучше сейчас делать это так, как я сделала. 5 отжиманий на скамейке, потом мы опускаемся и делаем 10 отжиманий на коленках. И потом опять мы встали и уже добили до последнего. Уже тяжело, еле-еле, но мы поднимаемся. Как видите, у меня уже самой тяжело очень, потому что и устала, и болею, сопли текут. В общем, вообще красота. Но делаем. Старайтесь корпус держать ровным, не так, как я его опустила. Я здесь очень согрешила, простите меня, но держим ровный корпус. И потянулись. Отлично. Видите, мы не делаем слишком много повторений, потому что до этого мы хорошо работали на руки, а сейчас мы больше задействуем грудь. Отдохнули. Во втором подходе мы больше будем уделять внимание трицепсу. Потянули ручки. Это у нас такое было предварительное утомление, чтобы сейчас конкретно поработать над руками и над грудью. А сейчас мы будем работать над спинкой. Берем наши гантельки. И мы знаем это уже упражнение. Немножечко нагибаемся вниз. Наклоняемся, да? И тянем гантели к себе, к поясу. Резко, да? И свели лопатки вместе. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Перекручиваем гантели, когда подводим к себе. Работает спина, грудь, руки. Отличное упражнение. — 25 повторений. Есть. Молодцы. Отложили гантели. Отодвинули коврик. И сейчас поработаем со скакалочкой, да? Не забываем. Берем нашу скакалку. И опять у нас 80 прыжков со сменой ног. Вы уже можете догадаться, что в пятницу у нас будет больше прыжков. Поправили, что торчит неправильно. И давайте начнем. Не сбиваемся, успеваем.
Еще немножко. И остановились, наконец-то. Отложили скакалочку, отдыхаем. Глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. Сейчас сделаем по второму подходу к упражнениям. Ну что, молодцы. Берем обратно наш стульчик. Лучше постелить коврик, чтобы ноги не скользили. И сейчас мы будем отжиматься от скамейки. Так будет нам гораздо легче. Сделаем 15 раз, но здесь больше будет работать трицепсы, что не работало у нас раньше. И начинаем отжиматься. Корпус ровный, руки на уровне груди. Локти немножечко в сторону. Выдох наверху. Давайте еще немного. Есть. Отодвинули коврик. Сейчас сделаем жим гантелей в наклоне. Немножко отдохните. Потяните ручки, снимите напряжение. И берем наши гантельки. Наклонились, спинка ровная. И подтягиваем гантели к себе. Выводим как можно дальше локти. Еще. Есть. Молодцы. Ну что, давайте немножечко отдохнем перед кардио. Последним. Вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. Отдыхаем. Итак, у нас кардио упражнение будет следующего вида. Мы сейчас будем с вами приседать и выпрыгивать вверх. Мы с вами делали такое, но так мы делаем 10 прыжков и затем мы сразу бежим на месте 30 раз. И потом опять 10 прыжков и потом опять бежим на месте. Так у нас 3 круга. Прыгнули и побежали. Повыше поднимаем колени. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Так мы 30 раз обежим. И опять приседаем. Постарайтесь пониже. Руки вверх идут.
Касайтесь прям руками к полу. И побежали. Считаем про себя 30 раз и затем 10 прыжков. Тянемся к каждой ноге. Центр. И глубокий вдох. Выдох, опустились. Вдох и выдох. Еще раз встаем. Вдох и выдох. Сделаем выпад на левую ногу, правая сзади. Стоим ровненько. Руки наверх и тянемся назад как можно сильнее. Растягиваем спину. Опустились вниз. И опустили колено. Пододвинули ногу к себе. И сидим.
Отлично. Встаем и делаем выпад уже на левую ножку, на правую. Левая назад. И тянемся назад. Держим равновесие. Опустились. Опустили колено. И пододвинули ногу. Дышим ровненько. Умнички. Встаем. И делаем выпад в сторону. Держимся за стену. Растягиваемся, носочек смотрит вверх. Поменяли ногу. Еще раз. Сидим. И вторая нога. Медленно встаем, сделаем глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. Ну что, ребят, спасибо вам за тренировку. Теперь встретимся с вами в пятницу на последней тренировке Go to Slim. Всем удачи и пока!